Привет, друзья! С вами Лада, и в этом видео я покажу, как сплести цветы из бумажных трубочек. Вы увидите три разных варианта плетеных цветов. Другие цветы других форм будем плести в следующих видео. Как только они выйдут, обязательно ссылочки в описании оставлю. Следите за новостями и подписывайтесь на канал, тогда точно ничего не пропустите. И делитесь этим видео с друзьями, это лучшая для меня поддержка. В работе я использую бумажные трубочки. Как их крутить, я показываю в одном видео очень подробно, ссылка в описании будет. Их нужно разных цветов. Вся информация о моих трубочках, на какую спицу я кручу и чем я красила именно эти трубочки, я оставлю в описании под этим видео, так что заглядывайте туда. Для первого цветка я беру зеленые трубочки штук 5. Далее собираю их в пучок, затем начинаю обматывать пучок другой трубочкой. Одного-двух витков достаточно, здесь можно капнуть клей ПВА для прочности. И потом я всю эту конструкцию раздвигаю в стороны и начинаю с дополнительной трубочки плести спиральным плетением. Подобным образом мы плели с вами шишку и много всего интересного. Ссылки на те мастер-классы я обязательно в описании оставляю. А здесь по плетению могу сказать следующее. Я иду на расширение, и потом я каждый раз проверяю, достаточно ли. И как только мне достаточно, я пару рядов сужаю плетение и заканчиваю. Прячу трубочки так, как на видео, их можно на самом деле и внутрь спрятать, капнув клея ПВА. Тут уже вы сами решайте по вашему плетению. Теперь я делаю сердцевину цветка. Я беру для этого трубочки другого цвета и разрезаю их пополам. Вставляю в эти половинки леску. Так как спица, на которую я кручу 1,5 мм, то и леска у меня 1,5 мм. Это идеальное соотношение. На самом деле можно сделать так. Сначала вставить леску в цельную трубочку, а затем ее разрезать. Но тут уже как вам удобно, я выбрала вот первый способ. И теперь в нашу кубышку капаем ПВА, даже не капаем, а довольно обильно мажем кисточкой, можно на самом деле вместо ПВА взять и титан. И формирую серединку, вставляю внутрь трубочки с леской, как на видео. Далее я беру обрезки трубочек без лески, они у меня такие коротенькие, и тоже их вставляю также в серединку. Здесь нужно смотреть, чтобы все у вас гармонично смотрелось.
И теперь осталось сделать ножку. Беру проволоку, она у меня довольно жесткая, и вставляю ее внутрь этой ножки. Все это дело оборачиваю гофрированной бумагой, срезая трубочки, чтобы стебель был не слишком толстый. Гофробумага у меня в этом случае белая, потому что никак я не могла найти зеленый в окрестностях, но ничего страшного такого нет, я потом ее покрашу зеленой краской. Для второго цветочка берем 5 трубочек, фиксируем концы малярным скотчем и дополнительной трубочкой начинаем плести. Не с самого конца, а чуть-чуть оставляем снизу длину трубочек, она нам потом пригодится. Плетем форму листика ситцевым плетением, то есть сначала расширяем, а потом сужаем. И здесь вы видите, мы уже формируем вершинку. Возвращаемся к началу, у нас тут остается конец трубочки, продолжаем плести, но уже сужая плетение. Обрезаю все лишнее, увлажняю водой очень-очень обильно и придаю форму нашему цветочку, делая небольшое углубление. Теперь я беру 3 зеленых трубочки и внутрь вкладываю проволоку для прочности и связываю все это малярным скотчем. И сейчас я прикладываю будущий стебель посередине заготовки. Вы уже увидели, что я желтую трубочку сменила на зеленую. И этой зеленой начинаю оборачивать всю эту конструкцию. Очень-очень плотно оборачиваю, чтобы все хорошо зафиксировалось. Здесь даже можно и капнуть клей ПВА, но в принципе я этого не делала. Если вы не уверены в прочности, то капайте. Снова в ход идет гофрированная бумага. Для третьего цветка я беру трубочки уже другого цвета и плету лепестки. Их может быть и 3, и 5, и 7, много не надо. На мой взгляд, для этого цветка идеально 5 лепестков.
Лепестки готовы. Сделала стебель по такому принципу. Я 4 трубочки с проволокой зафиксировала малярным скотчем и срезала верхушку так, как на видео. Теперь я прикладываю лепестки к этой конструкции, также фиксирую их на малярный скотч. Он меня в этом плане очень выручает. Если его нет, то можно взять и нитки. И снова гофрированной бумагой я обматываю стебель. Здесь у меня идет очень сильное утолщение, я попыталась все это ножницами срезать, но не помогло, поэтому я взяла канцелярский нож и вот так вот срезала толщину дополнительную. Кстати, он мне в этом плане тоже очень помог. Теперь я формирую сердцевину цветка, вклеиваю трубочки салфеткой с ПВА. Ну, здесь на самом деле можно и вместо этого из ткани что-нибудь такое сотворить или из бисера. Тут в ход идет ваша фантазия и все, что есть под рукой. Но именно так, как на видео я сделала, то есть сначала я все это салфеткой обмазала, обклеила, и потом снова обмазала ПВА и насыпала на сердцевину прямо манную крупу. Излишки, конечно, я удалила, но такая сердцевинка получилась немного мохнатая. Друзья, наши цветочки готовы. Смотрите, какая красота у нас получилась. Напишите в комментариях, какой из цветочков вам нравится больше всего. Это только первая часть по плетению цветочков. Будет и вторая часть. Будем плести другие виды цветов. Либо это будет в отдельном видео, либо в трансляции. Когда это выйдет, я ссылочку обязательно здесь оставлю. Сейчас хотела бы сказать пару слов о самом процессе плетения, с какими трудностями я столкнулась, и дам пару советов, как этого избежать. Во-первых, первая трудность вообще плетения цветов – это очень ювелирная работа, и, конечно, лучше всего, чтобы они выглядели миниатюрными. У меня достаточно они громоздко выглядят, потому что трубочки у меня не были тоненькие. Вот первый совет – делайте трубочки тоненькими для плетения цветочков. Например, спицу можно взять также 1,5 мм, как у меня, но ширину полоски, вот я брала 8 см, это оказалось достаточно большим. Берите, например, 6 сантиметров или даже 5, трубочки такие будут более миниатюрные, из них очень легко будет плести цветочек. И вторая трудность, с которой я столкнулась, это гофрированная бумага. У меня она была только белого цвета, как я уже сказала, не было у нас в магазинах зеленой, поэтому мне пришлось потом вот эту ножку красить. Вот здесь я красила гуашью с ПВА, а вот у этих цветочков я красила ножку акварелью. Я скажу, что это очень-очень неудобно. Все-таки лучше найти зеленую гофрированную бумагу, но если, например, нет зеленой, а есть белая, берите белую, покрасьте, посушите, а потом уже с ней работайте. Вот тогда в таком порядке будет достаточно легко. На этом все. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и идея пригодилась. Обязательно сплетите цветочки, это очень весело, и я верю, что у вас все получится. Делитесь вашими успехами в комментариях. И желаю всем легкого плетения, вдохновения, и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!